Вы на канале Наталья Соболев, Израиль. Мы находимся в известном, далеко за пределами Израиля, медицинском центре, расположенном в городе Афула. Государственная больница АЭМИК прошла долгий путь с момента основания 1924 года до получения признания пациентов и статуса крупнейшей больницы в северо-восточной части страны Израиль. И вот здесь сегодня нас ждет сенсация. Врачи больницы АЭМИК в Афуле провели первую в мире операцию по пересадке костей, выращенных в лаборатории. До сих пор подобное было невозможно, и пациенты, лишившиеся фрагмента кости в аварии или в процессе лечения ракового заболевания, были вынуждены проходить долгий и болезненный процесс трансплантации кости, взятой из другого участка тела. Израильские врачи нашли способ выращивать недостающие части искусственно. Для этого они взяли у пациента фрагмент жировой ткани, выделили из нее клетки, отвечающие за строительство тканей и кровеносных сосудов, поместили их в биореактор, прибор, моделирующий среду, сходную с внутренней средой организма человека, создав таким образом оптимальные условия для деления клеток и строительства костей. Примерно через 2 недели в биореакторе образуется ткань, пригодная для трансплантации в тело пациента. Эта ткань вводится при помощи специального шприца и продолжает расти уже внутри человеческого тела. Процесс полного формирования недостающего участка кости занимает несколько месяцев. Доктор Шай Марицкий, генеральный директор компании Bonus Biogroup, разрабатывавший этот инновационный метод лечения, сказал, через 2 месяца пациент сможет ходить. Дани, житель кибуца на севере страны, лишившийся участка кости голени в дорожной аварии, стал первым пациентом, которому была сделана операция при помощи новой технологии. Операцию провел профессор Нимрод Розен, заведующий ортопедического отделения больницы АЭМИК города Афулы. Подобная операция подходит пожилым людям и пациентам с остеопорозом, и раковым больным, которым удалили участок кости из-за опухоли. В будущем этот метод можно будет использовать и в эстетической медицине, чтобы помочь низкорослым людям стать выше ростом. За одну операцию можно нарастить 10 сантиметров. Тем, кому это необходимо, смогут сделать серию операций. Впервые в мире, в Израиле, провели пересадку костей, выращенных в лаборатории. И мне приятно, что это сделали в моем городе, где я проживаю, городе Афула. ללי, ללי, מה נשמע? בסדר, בבקשה. רוצה שאני אשיר? כן. שרק תהיי בריאה בעזרת השם, רק בריאות ורק לשיר. תודה. Туда, туда, рва. Я бы уже поехала на море. Но мне задали вопрос, какое лечение есть в Израиле и какие цены? Для тех, кто имеет израильское гражданство, все срочные операции делаются без очереди и бесплатно. Операции, которые не являются срочными, а это определяют врачи, проходят по общей очереди. Ждать приходится до 5 месяцев, причем блата продвинуть очередь вперед нет. Никто не будет откладывать срочную операцию, где зависит жизнь человека, и проводить несрочную операцию за счет жизни другого человека, может даже ребенка. Поэтому есть платные клиники, где ждать не надо,
В течение 2-3 дней сделают операцию за деньги. В больнице АЭМИК в Израиле есть весь спектр медицинских услуг. В 25 отделениях есть все условия госпитализации 500 пациентов. Показатель операций 17 тысяч в год. Больница известна своим уникальным отделением дыхательной реанимации. А в отделении кардиологии и кардиохирургии есть все технические возможности для выполнения сложных операций на сердце. Здесь проводят протезирование клапанов сердца, имплантируют электрокардиостимулятор, делают операции по расширению сосудов. Хирургическое направление включает операции на молочной железе, органах желудочно-кишечного тракта, печени. Отделение акушерства и гинекологии снискало себе славу далеко за пределами страны, благодаря успешным операциям на плоде, лечению бесплодия и всегда результативным ЭКО. Кроме того, в структуру клиники входят такие отделения, как терапевтическое, с подразделением неотложной помощи, палатами интенсивной терапии, гемодиализа, а также детское отделение, в котором оказывают все виды медицинской помощи. Есть отделение гематологии. Лаборатории, оснащенные новейшей аппаратурой и тестами для молекулярной генетической диагностики. А медицинский туризм – это тоже доступно в АЭМИК. Во сколько обойдется лечение в Израиле? Этот вопрос интересует всех, кто отдает предпочтение качественной зарубежной медицине. Следует сказать, что лечение в Израиле стоит дешевле, чем в Германии и в Америке, с разницей в 50%. Это касается всех клиник страны, и частных, и государственных. Поэтому на вопрос, сколько стоит лечение в больнице АЭМИК, можно ответить однозначно: намного дешевле, чем в клиниках Европы или Америки. Опытные врачи, специалисты с огромным практическим опытом, современное оборудование, аппаратура всех отделений поражает своей инновационностью. В Израиле, в Афуле, в больнице АЭМИК вам окажут квалифицированную помощь. Но я прошу вас, берегите себя, не болейте. Будьте здоровы! Отдыхать я вас всех приглашаю на море. Подпишитесь на мой канал, не забудьте поставить лайк этому видео. Я не прощаюсь с вами. До новых встреч!